Люди бежали от экономического кризиса, хаоса и криминала, как будто каждый сам по себе. А мы — русская мафия, и именно за это нас могут наказывать. Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить о том, что происходит с русскими иммигрантами в США. Ситуация становится все более тревожной. Недавно я узнал о случае Ксении Петровой, российской ученой из Гарварда. Она была задержана в аэропорту Бостона за незадекларированные образцы лягушачьих эмбрионов, которые нужны были для ее исследований. Обычно за такие нарушения следует штраф, но в ее случае ее визу аннулировали и сейчас держат в иммиграционном центре Луизианы, рассматривают возможность депортации в Россию, где ее ждет уголовная ответственность за антивоенную позицию. И это не единичный случай. Сергей и Марина, пара из России, которые обратились в иммиграционную службу в Сан-Франциско для обновления документов. Сергей был задержан, а Марине сказали прийти позже, что вызвало у нее страх быть разлученной с их ребенком, с дочерью, которая является гражданкой США. С 2024 года все больше русских, прибывших по программе CBP-1, оказываются на длительном задержании. По данным адвокатов, по крайней мере 900 российских граждан находятся в иммиграционных центрах, многие из них разлучены с семьями и находятся в тяжелых условиях. Кроме того, в апреле 2025 года в рамках операции «Приливная волна» в штате Флорида были арестованы около 800 нелегальных иммигрантов, включая россиянина, разыскиваемого Интерполом за причинение смерти по неосторожности. Эти события вызывают множество вопросов. Почему русские иммигранты сталкиваются с такими трудностями? Как политика США влияет на их судьбы? И что об этом думают сами американцы? В этом видео мы разберемся в истории русской иммиграции, сравним поведение русских и индийских диаспор, обсудим проблемы, связанные с менталитетом и законом, и рассмотрим политическую обстановку, влияющую на иммигрантов. США всегда были магнитом для иммигрантов, и русские здесь не исключение. Но особый всплеск русской иммиграции случился после распада СССР в конце 80-х и особенно в 90-е. Тогда страну захлестнула так называемая первая волна постсоветской иммиграции. Люди бежали от экономического кризиса, хаоса и криминала. На улицах российских городов царила анархия, а США выглядели островом стабильности и возможностей. В этот период в Америке сформировался знаменитый стереотип русского иммигранта – мужчина в малиновом пиджаке с золотой цепью. Американцы впервые столкнулись с таким понятием, как русская мафия, которая укрепилась в массовом сознании благодаря многочисленным криминальным делам и фильмам, таким как «Маленькая Одесса» и «Порок на экспорт». Эти стереотипы, к сожалению, стали своего рода визитной карточкой русской диаспоры. Однако не все русские, прибывшие в Америку, были частью криминального мира. В это же время в США прибывает совершенно другая категория российской эмиграции – высокообразованная и интеллигентная. Ученые, врачи, инженеры – все, кто искал возможность реализовать свой потенциал. Многие представители этой волны успешно интегрировались в американское общество, существенно обогатив его культуру и науку. Следующий крупный виток эмиграции пришелся на начало 2000-х годов. На фоне бума даткамов США нуждались в квалифицированных специалистах. Многие русские программисты стали востребованными в Кремниевой долине и других информационных и технологических центрах США. Примером такого успеха стала знаменитая школа тестировщиков Михаила Портнова в Калифорнии. Через нее прошли тысячи иммигрантов постсоветских стран, получив возможность начать новую жизнь в США. Кроме того, в начале 2000-х появилась уже другая экономически благополучная группа иммигрантов. Предприниматели и инвесторы, которые приезжали с капиталом и амбициями. Они создавали компании, открывали рестораны и магазины, значительно оживив русскоязычные районы таких городов, как Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.
Сегодня русская диаспора в США насчитывает по разным оценкам от 3 до 4 миллионов человек, являясь одной из крупнейших в стране. Русские открыли тысячи бизнесов, заняли значимые позиции в американских корпорациях, университетах, больницах и даже политике. Но несмотря на это, старые стереотипы времен 90-х иногда всплывают и по сей день, заставляя многих русских сталкиваться с предубеждением и осторожностью со стороны американцев. Чтобы понять, почему ситуация складывается таким образом и почему русские порой сталкиваются с напряженностью и даже враждебностью, нам нужно разбираться в историческом контексте, в котором формировался их образ. Именно об этом я буду говорить дальше, поэтому оставайтесь, будет интересно. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Если 90-е преимущественно ассоциировались с русскими через призму криминала и стереотипов, то уже в 2000-е ситуация кардинально изменилась. Америке срочно понадобились умные квалифицированные кадры, особенно в сфере информационных технологий. Эпоха доткомов и технологический взрыв 2000-х привели к невероятному спросу на IT-специалистов, инженеров и программистов. Американские компании активно нанимали людей из-за рубежа, и русские оказались одними из наиболее востребованных специалистов. Но почему именно русские? Ответ прост. В постсоветском пространстве была очень сильная инженерная и математическая школа. Многие русские специалисты получили фундаментальное техническое образование еще в советских университетах, и когда они приехали в США, их знания оказались уникальными и очень востребованными. Другой важный фактор, почему русские так активно начали переезжать именно в это время, это упрощение иммиграционных процессов и более доступные рабочие визы. Программы, такие как рабочая виза H-1B и виза для особо одаренных O-1, сделали США более открытыми для квалифицированных кадров из России и других стран СНГ. Но IT-сфера была не единственная, где русские преуспели. Люди приезжали не просто в поисках работы, но для того, чтобы открыть свой бизнес и обзавестись капиталовложениями. Когда я только переехал в Америку, я сразу заметил одну вещь. Почти все иммигранты держатся вместе. Индусы своим кругом, китайцы своим. Мексиканцы — это вообще отдельный мир. Своя поддержка, свои бизнесы, свои каналы информации. А вот русские, как будто каждый сам по себе. Почему так получилось? У нас исторически так сложилось, что просить помощи — это чуть ли не слабость. Надо справляться самому. А если кто-то достиг чего-то, вместо того, чтобы подтянуть других, часто наоборот — спрятать, не рассказывать, не делиться. Многие считают, я сам пробился, и ты сам пробивайся. В итоге у нас не так много реально сильных и сплоченных русских комьюнити. Есть, конечно, районы типа Брайтон-Бич в Нью-Йорке или русские магазины в Лос-Анджелесе. Но чаще всего каждый в своей квартире со своей проблемой. У индусов, например, все наоборот. Они с первого дня друг друга поддерживают. Нашел работу — позвал брата, свата, соседа. Создают ассоциации, фонды, общины. Они даже в LinkedIn массово друг другу лайкают, продвигают. И поэтому у них есть мощные диаспоры, политическое представительство и влияние. А мы иногда даже боимся встретить своих. Сразу напряжение, а вдруг осудят, а вдруг расскажут что-то кому-то. Но сейчас времена такие, что без поддержки мы не выстоим. Проверки, рейды, давление — и все это не про кого-то в целом, а может коснуться конкретного человека. И именно сейчас самое время начать выстраивать это комьюнити. Не обязательно создавать огромные движения. Иногда достаточно просто помочь новому человеку с жильем, подсказать адвоката, рассказать, как лучше оформить документы. Американская жизнь, она во многом про порядок. Все четко. Документы, страховки, налоги, билеты и очереди. И для всех, кто вырос в другой системе, это может быть очень непривычно. Расскажу пару историй. Например, мой отец не знает английского. Они с мамой летели в Америку, и он просто сел рядом с ней, хотя в его билете было указано совершенно другое место. Когда стюардесса подошла и попросила его пересесть, он отказался с ней разговаривать, повторяя одно слово: family, family, family. Он думал, что таким образом он дает понять, что он хочет сидеть со своей женой.
Но его не поняли, и началась паника. Стюардесса вызвала старшего. И все это чуть не закончилось тем, что его сняли с рейса. Причина банальная. У него не было опыта, что в Америке так нельзя. Даже если ты отец семейства, ты обязан следовать правилам. Другой случай. Мой друг хотел сделать мне подарок на день рождения. Зашел в магазин, выбрал вещь и по глупости решил не платить. Не украсть, просто проверить, как сработает система. Закончилось все тюрьмой и депортацией. Не потому, что он был преступником, а потому, что не понимал, как серьезно в США относятся даже к мелким правонарушениям. Конечно, есть исключения из правил. Например, штат Калифорния, где я живу, недавно выпустил закон о том, что кража общей стоимостью меньше $1000 не является уголовным преступлением. Но опять же, это исключение из правил. В большинстве штатов за кражу вы сядете в тюрьму. У нас в постсоветском мышлении во многом все решается по-человечески. Можно объяснить, договориться, как-то разрулить на месте. А в Америке все по правилам. Нарушил — отвечай. Даже эмоции тут играют роль. Если ты начинаешь спорить с полицейским, говорить на повышенных тонах, это уже сигнал. Они так не привыкли. Их система построена на спокойствии и дисциплине. В этом кроется главная трудность. Мы не плохие и не нарушители, но мы часто не знаем, как здесь принято. И именно за это нас могут наказывать, а иногда выдворять. Потому так важно учиться у местных. Читать, спрашивать, не бояться выглядеть глупо. Лучше уточнить, чем потом разбираться с иммиграционной службой. Хочешь ты этого или нет, но новости влияют на твою жизнь. Даже если ты аполитичен, даже если давно не живешь в России, сейчас русские звучат в новостях каждый день. Кто-то где-то в Европе попал под санкции, где-то заморозили счет. В Америке усилили контроль над некоторыми иммигрантами, в том числе и русскоязычными. Кто-то прошел проверку на границе, кому-то не продлили визу, кого-то вызвали на дополнительное собеседование. И ты такой сидишь и думаешь, а я-то тут при чем? А система работает так, что если категория людей попала в фокус внимания, значит проверяют всех. И ты можешь быть обычным мирным человеком, жить 10 лет в Америке, платить налоги и все равно попасть под проверку. Особенно тревожно становится тем, кто живет здесь по визам, без гражданства. Люди боятся идти на продление документов. Кто-то откладывает подачу на убежище. Кто-то вообще думает, а не уехать ли отсюда? На фоне всего этого важно не поддаваться панике. Да, ситуация сложная. Да, к некоторым иммигрантам стали относиться строже. Но если у тебя все в порядке с документами, ты живешь по закону, честно работаешь, Америка все равно остается страной возможностей. Просто теперь это требует больше аккуратности. Я живу в Америке около 18 лет и никогда не сталкивался ни с какой русофобией, дискриминацией или ущемлением моих прав. Но я могу быть исключением из правил. Возможно, мне просто повезло. Что же теперь? Уезжать? Бояться? Жить в тени? Нет. Сейчас самое главное — не терять себя, не замыкаться и не отворачиваться от своих. Если ты видишь нового человека, помоги ему. Если сам узнал полезную информацию, поделись. Если у тебя есть время, объясни, как работают местные законы, налоги, страховки. Это не просто жест доброй воли, это инвестиция в собственную безопасность. И самое главное — перестать бояться быть русским. Быть русским — это не быть преступником, это не быть врагом, это просто твоя идентичность. И если ты живешь честно, открыто, с уважением к стране, в которой находишься, тебя услышат. Пусть не все, но услышат. Америка — это про людей, и каждый человек здесь строит свой путь. Да, нам, русским, сейчас сложнее, чем раньше, но мы можем сделать так, чтобы завтра было легче себе и тем, кто рядом. Если ты досмотрел до этого момента, спасибо тебе. Напиши в комментариях, что ты думаешь о ситуации, сталкивался ли ты с чем-то похожим, как ты справлялся.
Подписывайся, делись видео, это поможет другим понять, что мы есть, мы тут и мы не враги. До встречи в следующем выпуске.